Оплакав смерть своего мужа, Нэнси нашла в себе силы начать новую жизнь. 10 лет спустя, когда она думала, что получила все, что хотела, она случайно открыла секрет, который навсегда изменил ее отношение к своему первому браку. Нэнси впервые встретила любовь всей своей жизни в старших классах, и они сразу же познакомились через общих друзей. Его звали Брюс, и он был нападающим их школьной футбольной команды. Вскоре они по уши влюбились друг в друга и стали встречаться. 1 год превратился в 2, затем в 3, и не успела Нэнси опомниться, как они с Брюсом вместе закончили среднюю школу и колледж. Брюс выбрал степень бакалавра в области инженерного дела, а Нэнси получила степень бакалавра в области психологии. И в день их выпускного вечера, на глазах у семьи и друзей, Брюс опустился на одно колено и попросил Нэнси выйти за него замуж, и она с радостью согласилась. Год спустя они поженились, и Нэнси не могла быть счастливее. Прошло 4 года, и Нэнси чувствовала, что их брак складывается прекрасно, лучше и быть не могло. В один роковой день после общения с клиентом на работе Нэнси проверила свой мобильный телефон и обнаружила несколько пропущенных звонков с неизвестного номера. Перезвонив, она дозвонилась до местного отделения полиции. Оказалось, что по дороге на работу Брюс попал в ужасную автомобильную аварию. Нэнси подбежала к своей машине и помчалась в больницу. Ее муж был в критическом состоянии, но врачи надеялись, что он выживет. К вечеру состояние Брюса ухудшилось, и всего через 2 дня после аварии он скончался. Нэнси была совершенно опустошена и не могла поверить, что ее идеальной жизни с Брюсом пришел конец. У них даже не было детей, хотя они давно мечтали об этом. Хотя у Брюса не было проблем со здоровьем, выяснилось, что Нэнси бесплодна. Брюс заверил ее, что они справятся с этим вместе. Однако прежде чем они успели обсудить другие возможности и способы завести детей, он скончался. Нэнси пыталась жить дальше, но она провела половину своей жизни с Брюсом. Она не могла так легко прийти в себя. Ирония заключалась в том, что как психолог она понимала, что то, что она делает, вредит ей. Однако она отдалилась от своей семьи и друзей, изолировав себя. Ученая степень, ради которой она так усердно работала, теперь утомляла ее. Через 10 лет после смерти мужа Нэнси переехала из большого дома и теперь жила в соседнем городе. Осознав, что ее прежним отношениям не хватало спонтанности, она скачала приложение для знакомств и решила попробовать, просто ради развлечения. Однако там она встретила по-настоящему хорошего парня. В то время как ей было 36, ему было 39, и в то время как Брюс был худощавым, этот мужчина был высоким и более мускулистым. Нэнси не успела опомниться, как оказалась на свидании с мужчиной, которого звали Чарльз. Он был писателем и путешествовал по разным уголкам мира, чтобы написать интересные статьи для журнала о путешествиях. Жизнь Нэнси была скучной до тех пор, пока она не встретила Чарльза, и вскоре она уже сопровождала его в поездках. Спустя всего 3 месяца после знакомства с Чарльзом он сделал ей предложение после романтического ужина, и у нее не осталось ни малейших сомнений в том, что он создан для нее. Она согласилась, и они сбежали в ту же ночь. Она никогда не встречалась со всей его семьей. Однажды она видела его мать, но его отец скончался, а его сестра в то время жила в другом городе, но вернулась, когда умер ее партнер, от которого у нее был сын. Но после этого предложения Нэнси наконец-то познакомилась с его сестрой Кларой, которой было 30 лет. Когда Нэнси познакомилась с Кларой, она встретила ее с теплой улыбкой, но сестра Чарльза выглядела так, словно увидела привидение. Нэнси также сразу же привязалась к сыну Клары, которому было 6 лет. Он показался ей странно знакомым, но она не могла понять, почему. Чарльзу показалось странным нервное приветствие сестры, но когда он спросил ее об этом позже, она сделала вид, что ничего не заметила. У Нэнси тоже были подозрения, но она ничего не сказала Чарльзу, а вместо этого продолжила играть с сыном Клары, жалея, что у нее нет собственных детей. Они с Чарльзом обсуждали детей.
Он был более чем терпелив и понимающе относился к ней, когда она впервые призналась ему в своем бесплодии. Он сказал, что через несколько лет, когда они будут готовы, они могли бы усыновить ребенка. Он действительно хотел со временем завести 1 или 2 детей, но пока что ему вполне нравился его брак с Нэнси. Однажды днем Нэнси нужно было заняться уборкой, и она решила, что теперь, когда она замужем за Чарльзом, ей нужно начать с чистого листа и избавиться от вещей Брюса, которые она так долго хранила. Однако, разбирая старые вещи Брюса, она наткнулась на сотовый телефон. Только это был не его обычный сотовый телефон. У него был синий, а этот был черный. К счастью, на нем не было пароля, так что Нэнси без проблем открыла его. Но потом она не поверила своим глазам. Вскоре она уже просматривала сообщения, которыми Брюс обменивался не с ней, а с другой женщиной. Сотни сообщений, датированных 8 годами ранее. И это были не просто любезности, а очень откровенные и скандальные сообщения, которыми он никогда не обменивался с ней, своей законной женой. Все это время она считала их брак идеальным, но оказалось, что она была слепа к реальности. Она никогда ничего не подозревала. У нее не было причин для подозрений. В конце концов, Брюс приходил домой каждый вечер в одно и то же время и проводил с ней все выходные. Как он вообще находил время для романа? Нэнси была задета. Она почувствовала, что ее предали, и ярость заставила ее переключиться в режим детектива. Она быстро просмотрела телефонный номер в интернете, и у нее отвисла челюсть, когда появились результаты. Это была Клара. Вот почему она так странно посмотрела на Нэнси. Не сказав Чарльзу, она подъехала к дому Клары и постучала в дверь. Клара открыла, удивленная, увидев ее, но в глубине души понимала, что Нэнси знает о ее романе с Брюсом. Зная, что этого не избежать, Клара пригласила свою невестку войти. Нэнси, хотя и дрожала от гнева, спокойно подняла старый телефон Брюса и потребовала ответа. Но она никак не могла быть готова к тому, что произошло дальше. Клара объяснила, что познакомилась с Брюсом в баре, когда он гулял с кем-то из своих коллег. В то время ей было 22 года, а ему 25. Через 3 года после его женитьбы на Нэнси она сначала не знала, что он женат, но даже после того, как узнала правду, ей было легко склонить его к измене. Его любимым прикрытием были прогулки с друзьями по будням. Но больше всего Нэнси потрясло то, что главной причиной его неверности была ее неспособность иметь детей. У Брюса состоялся долгий разговор с Кларой, и он сказал ей, что поскольку его собственная жена не может родить ему детей, он хотел бы, чтобы это сделала Клара. А 2 года спустя она родила им сына. Неудивительно, что он показался Нэнси таким знакомым. Он был сыном ее мужа. Нэнси уехала, ничего не сказав, и рыдала в своей машине. Когда позже вечером ее новый муж вернулся домой, она все еще плакала. Нэнси все ему рассказала, и Чарльз был потрясен и взбешен. Он знал, что сколько бы он ни кричал на сестру, это ничего не даст. Поэтому вместо этого он разорвал с ней все связи. Несколько лет спустя у Нэнси, которая не могла иметь детей, теперь было 2 дочери от Чарльза. Она наконец-то добилась своего счастливого конца, хотя и пережила много потрясений. Дорогие зрители, а как бы вы отреагировали на месте Нэнси? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.